Привет, я Татьяна Андреева, и это «Строительные сказки». Сегодня мы будем искать дымоход для камина. Это квартира 1913 года, старый фонд. Мы хотим сделать здесь камин. Это наш специалист, который нам поможет. Привет! Всем пять. Расскажи нам, пожалуйста, что нам нужно делать. Мы хотим здесь установить камин. Как нам найти нужный нам дымоход? Так, отличный вопрос. Ну, все помнят, что старые квартиры всегда топились печками, в каждой комнате было по печке. Соответственно, во всех этих стенах находятся дымоходы. Каждый из них спускается сверху донизу, и, соответственно, мы можем поймать какой-то из них, который будет наш. Насколько я вижу, вот здесь была у вас раньше печка. Вы знали об этом? Мы вскрыли гипрок, и появилась у нас вот здесь вот такая вот заплатка. Видимо, это была печка. Да, вы правы, это была печка. Соответственно, скорее всего, именно здесь и находятся конкретно ваши дымоходы, которые приходят в эту квартиру. Что ж. Ну, допустим, мы не знаем, что мы не видим, что вот здесь вот эта вот дыра, и просто у нас вот ситуация. Как нам найти наш дымоход? С чего нам нужно начать? Так, с чего нужно начать? Ну, прежде всего, правильно вы сказали, что согласно задаче здесь должен быть камин. Если вам нужен камин, нам нужно найти дымоход, который будет чистый, неповрежденный, без отверстий к соседям. Как, например, здесь вот мы видим, у вас вот тут вот два отверстия. Да, вот этот, кстати, вот здесь хорошо видно типичный дымоход старого фонда. Это отверстие. Это канал примерно размером 290 на 130 миллиметров. Вот так все стенки ими испещрены, да, но не каждый из них наш. Будем искать наш. Будем искать. Что мы для этого должны сделать в первую очередь? В первую очередь вообще надо понять, как они устроены, как они сюда приходят. Вот если мы посмотрим на стену и представим себе мысленно здесь дымоходы, можно увидеть такую картину. Они не идут строго вниз, они извиваются от этажа к этажу. На некоторых этажах они заканчиваются, например, топкой, тогда соседние дымоходы обходят их и снова возвращаются в стену. Чтобы искать, нам придется идти на крышу. Значит, идем на крышу. Что нам... Голыми руками мы, конечно, это не сделаем. Что нам нужно взять? Давайте начнем со средств измерений. Да, нам понадобится рулетка. Рулетка. Ну, возьмем маркер. И, знаете, отличная вещь в хозяйстве, очень полезная, это камера GoPro. Экшн камера. Я немного ее доработал, добавил к ней 2 светодиодных фонарика. А с тем, что там темно очень внизу, поэтому ничего не видно. То есть это мы будем снимать канал, да? Да, мы будем смотреть, насколько... Вот у нас еще дымоход, это с другой стороны квартиры. Да, это тоже, скорее всего, наш. Возможно, не знаем. Ну, тогда вперед. Так. Хорошо. Мы находимся на черной лестнице. Итак, мы на чердаке.
Так, тут у нас уже и табуреточка есть. Так, я так понимаю, нам нужно сориентироваться в пространстве и понять, где именно наша квартира, так? Да, вы правы, смотрите. Вот это все оголовки дымоходов. Они повторяют Вот они. профиль несущих стен. Соответственно, вот эти расстояния между оголовками, это, собственно, дверные проемы в вашей квартире. То есть мы сориентировались и понимаем, что наша квартира где-то здесь. Ваша гостиная вот здесь, в подвале. Так, то есть примерно где-то здесь, как я правильно понимаю, здесь должен быть наш камин. Да, верно, верно. Это нужно нам оголовок. Что теперь мы делаем дальше? Теперь нам главное отсюда не упасть. Здесь скользко. Тут очень красивый вид. Оп. На крышу нужно выходить специально подготовленными, а не спонтанно. Итак. Прошу вас, смотрите, кто будет кидать гайку? Ой, можно я? Давайте, у вас получится? Держите. Я думаю, что у меня получится. Так. Если я только не свалюсь. Итак. У нас есть рулетка и гайка. Помогите мне, тут вот гайки, к ним вот эти бинтики надо перевязать. Для чего мы это делаем? Мастер. Нам нужно понять вообще, какая глубина дымохода и, соответственно, какой из них принадлежит нашему этажу. Потому что каждый из них заканчивается на какой-то глубине. Это значит, что он заканчивается, скорее всего, топкой. Раз он заканчивается топкой, значит, это он принадлежит этому этажу. Нам нужен второй этаж. Вот, я чувствую, что гайка упала. Так, ну, значит, это точно не наш. Какой размер? 6600. 6600. Ну да, для нас это маловато. Наш этаж это примерно где-то 18 метров, если мы... Примерно 18. Так, чтобы тогда не запутаться, мы как-то будем это помечать. Да, отмечайте сразу прямо на металле. Для этого мы специально захватили с собой маркер. Так. Почему-то белый маркер. Чтобы замаскировать. Так, 6600. Вас, наверное, не научили правильно складывать рулетку, да? А у нее есть хвостик, с которым можно крутить ее. Ну ничего, это мы рассмотрим в следующий раз. Теперь бросаем следующий. Из-за того, что я плохо разматывала. Неправильно, как вы говорите, мастер. Так, пожалуйста.
Так. Нет. Все, гайка застряла? Остановилась? Да, гайка остановилась. Это 1890. Это, похоже, это наш канал. Похоже, это наш канал. Похоже, это наш канал. Давайте запишем. Так, что ж, будем с ним работать. Будем с ним работать, для этого надо понять, нет ли в нем завалов. Очень часто в дымоходах появляются старые кирпичи. Вот. Я здесь. Угу. Так, итак, наша GoPro, которая пишет все на Красиво. Вот. Так, это у нас камера GoPro, правильно? Точно, мы немножко ее доработали. Примотали, как я уже говорил, к ней фонари. Шнурок. Сейчас мы будем опускать ее в канал. Для чего? Чтобы увидеть, что там все. Все понятно. Нам нужно проверить канал на наличие дыр, чтобы дым не попал к соседям, чтобы убедиться, что нету никаких повреждений нашего канала. Итак, мы опускаем камеру. Ау! Ау! После того, как мы посмотрим ее на камере, что мы будем делать? Мы поймем, удалось ли нам пройти до конца. Поймем, что есть ли там отверстие или нет, не запланированное, и готовы ли мы использовать этот канал под камин. Если да, то считаем, что задача выполнена. И мы нашли наш канал. Хорошо, тогда идем смотреть дома, что мы сняли. Это увод дымохода, изгиб. Так изгибается канал. А вот здесь, похоже, кто-то заложил канал, и трубочисты его пробили. В этом канале застряла проволока. Удивительно, что камера у нас там не застряла. Так, вот еще один завал. По рулетке мы можем определить, на какой он глубине. Этот канал мы прошли до конца, уперлись в старую топку. А вот здесь внизу кто-то засунул гофру. Ну что, результатом я довольна. Мы нашли наш дымоход. С вами была Татьяна Андреева, Строительные сказки. Подписывайтесь на мой канал.